Здравствуйте, друзья! С вами Валерий Табаков. Поговорим сегодня о том, о чем Трамп говорил или якобы говорил с Путиным. Тут многие обсуждают, но и мы с вами обсудим такую вещь, как публикацию в газете «Вашингтон-Пост», которая, как вы знаете, является собственностью Джеффа Безоса, миллиардера, владельца интернет-площадки Amazon. Вот в этой газете вышла статья под названием «Трамп поговорил с Путиным и попросил российского лидера не обострять ситуацию». Вышла эта статья не так давно и обновлена 10 ноября, то есть, можно сказать, позавчера. Авторы этой публикации – журналисты, их трое: Эллен Накашима, Джон Хадсон и Джош Доуси. Вот такая тройка авторов этой публикации. Многие ссылаются на эту публикацию, но мало кто цитирует ее дословно. О чем она? Мне пришлось эту статью, полностью прочитать. Мне стало интересно, о чем же она, что же на самом деле в этой статье написано. А написано буквально следующее. По словам осведомленных источников, президент Дональд Трамп в четверг, а четверг это было 7 ноября, как раз в день, когда Путин делал свой доклад на дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи. Вот в этот момент и состоялось то событие, о котором пишут вот эти трое журналистов в «Вашингтон-Пост». Пишут они, что Трамп разговаривал с Путиным и обсуждал войну на Украине. И что же там конкретно написано? Цитирую. Избранный президент в четверг Дональд Трамп провел беседу с президентом России Путиным. И это был первый телефонный разговор между двумя, как там написано, мужчинами с момента победы Трампа на выборах. Сообщили, как сообщает публикация об этом, несколько источников, на которые ссылаются авторы и которые как бы знакомы с ситуацией. Но эти источники, естественно, анонимны. Так они и пишут, что во время разговора, который Трамп совершил со своего курорта во Флориде, он посоветовал президенту России не обострять войну на Украине. Напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе. Источник, который сообщил об этом разговоре журналистам Вашингтон-Пост, это источник, знакомый, как они пишут, с содержанием этого разговора, который, как и другие опрошенные для вот этой вот статьи люди. Этот источник говорил на условиях анонимности для того, чтобы обсудить этот, так сказать, деликатный вопрос. Но нужно сразу оговориться о том, что тут же, когда все это было опубликовано, вот эта вот статья, то Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, категорически отрекся от этого разговора и сказал, что даже вот такие вот, как он сказал, уважаемые издания, имея в виду Вашингтон-Пост, они, бывают, пишут всякую чушь, то есть то, что не соответствует действительности. То есть нужно понимать, что Песков сказал, что на самом деле такого разговора между Путиным и Трампом не было. То есть, что это фейк. Но, тем не менее, друзья, мы пройдемся по этому фейку или не фейку. Что же дальше в этой статье пишет Вашингтон-Пост? Итак, значит, двое мужчин обсудили цель мира на европейском континенте. Трамп выразил заинтересованность в последующих беседах для обсуждения скорейшего разрешения войны на Украине. Это, как говорится, как говорит эта статья, сообщил один из источников. Ну, а тут дальше идут слова о том, что Трамп заявил своей президентской кампании.
Мы на этом не будем останавливаться. И так дальше. Опять же, про этот состоявшийся или несостоявшийся телефонный разговор. Звонок, о котором ранее не сообщалось, прозвучал на фоне общей неопределенности относительно того, как Трамп перезагрузит мировую дипломатическую шахматную доску союзников и противников США после своей решительной победы, имеется в виду на выборах во вторник. Это цитата, опять же, из этой статьи. И далее цитата. Трамп сказал NBC в четверг, что он переговорил примерно с 70 мировыми лидерами после выборов, включая президента Украины Владимира Зеленского. И к этому разговору с Зеленским, имеется в виду, присоединился и Илон Маск. В общем, это неопределенность. Статья говорит о том, что фон для этого звонка – это неопределенность того, как Трамп собирается перезагрузить мировую дипломатическую шахматную доску союзников и противников США. Можно согласиться, что неопределенность она есть, и что она до сих пор существует, в том числе и существовала на фоне этого предполагаемого или реального звонка. Далее статья заявляет о том, что украинские чиновники были проинформированы о звонке Путина и не возражали против состоявшегося разговора. Это были два украинских чиновника, как сообщает Вашингтон-Пост, которые были знакомы с ситуацией. То есть они якобы давно поняли, что Трамп будет взаимодействовать и говорить с Путиным по дипломатическому решению войны. Нужно сказать, что представители Украины категорически отказались от того факта, о котором почему-то сообщает эта статья. То есть Украина никак не была проинформирована о звонке, и поэтому возражать или не возражать против или за то, чтобы этот разговор состоялся, Украина не могла. Вот такое вот заявление представителей украинской власти, в том числе и Министерства иностранных дел Украины. Но дальше в статье опять же говорится о том, что поддержки Госдепартамента этого разговора Трампа с Путиным и переводчиков правительства США не было, поскольку такие звонки не проводятся при поддержке Госдепартамента и, соответственно, переводчиков. Соглашение управления общих служб и, соответственно, использование стандартной процедуры для президентских переговоров, переходов Трамп пока еще не подписал. И кроме этого, помощники Трампа относятся с недоверием к кадровым правительственным чиновникам, имеется в виду администрации Байдена, после того, как произошла утечка стенограмм президентских звонков во время первого срока. Поэтому звонок был сделан напрямую. Такое заявление опять же делает Вашингтон-Пост. Далее говорится о том, что написал в электронном письме директор по коммуникациям Трампа Стивен Чунг. Тоже особого значения для самой сути разговора между Путиным и Трампом это сообщение в электронном письме Стивена Чунга не имеет. Далее авторы статьи пишут о том, как Москва отреагировала на победу Трампа, но это, друзья, тоже пока не является целью нашего сегодняшнего разговора. Также в статье сказано, что в четверг Путин поздравил Трампа с победой. Странно. Зачем это тоже нам сообщать? Ну и тут говорится о том, что как Песков делает заявление о том, как Трамп делал заявление во время своей кампании. Это тоже не имеет отношения к нашему разговору. А далее в статье описывается разговор Трампа с Зеленским, что там было и о чем говорил Трамп, как он жаловался Зеленскому на стоимость войны для американских налогоплательщиков, ну и так далее и тому подобное. Далее опять все о Зеленском и, наконец, о том, когда новость о звонке поступила журналистам в Вашингтон-Пост. Они пишут, что в воскресенье
после того, как в воскресенье Украина начала масштабную атаку с использованием беспилотников на Москву. Ну, в четверг поговорили, а после того, как в воскресенье была атака, журналистам сообщили о разговоре. Очень интересная информация, но опять же к сути разговора она прямого отношения не имеет. Дальше опять цитируется выступление Трампа в Северной Каролине в сентябре. К чему все это, трудно сказать, но есть и такое. В конце статьи авторы пишут, что бывший американский чиновник, проинформированный о звонке Путина, сказал, что Трамп, вероятно, не хочет вступать в должность в условиях нового кризиса, спровоцированного эскалацией со стороны России, что даст ему стимул не допустить обострения войны. По сути, в этой статье абсолютно никакой информации о том, что же было во время этого разговора. Ну и вообще, был этот разговор или нет. Итак, что мы имеем в сухом остатке по этому разговору? Вашингтон-Пост сообщает, что Трамп совершил этот звонок со своего курорта во Флориде, посоветовал российскому президенту не обострять войну на Украине, напомнив ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе. Далее они обсудили цель мира на европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность в последующих беседах для обсуждения скорейшего разрешения войны на Украине. Вот и все. По сути дела, никакой ценной информации Вашингтон-Пост не сообщает. Тем не менее, эту статью всюду цитируют и пытаются сделать какие-то предположения о том, во-первых, был ли на самом деле этот разговор или его не было, и если этот разговор был, то о чем он, этот разговор, был. Такая вот интрига в этой статье. И для того, чтобы эту интригу дезавуировать, я эту статью полностью прочитал. Поверьте мне, никакой информации, которая заслуживает нашего внимания, эта статья не содержит. Но о чем хотелось бы поговорить конкретно в этой связи? То есть для чего, можно спросить, вот эта статья была опубликована? Действительно, мир с напряжением ждет того, какие же шаги предпримет Дональд Трамп для того, чтобы урегулировать российско-украинский конфликт. И вариантов здесь, можно сказать, много. Во всяком случае, их несколько. Самый неприятный для Украины вариант – это если Трамп откажет Украине в предоставлении военной и финансовой помощи, разведывательной информации и услуг связи Starlink. И тогда Украине придется перейти на соответствующие ресурсы европейских государств и на свои собственные. Другой вариант – возможно, что Трамп сделает какие-то предложения Путину для того, чтобы как-то удовлетворить его аппетиты. Путинские аппетиты по аннексии украинских территорий. Ну и что дальше? Путин согласится или не согласится – это уже второй вопрос. Дальше получается такая ситуация, что в этом случае в игру вступает сам украинский народ, который должен выразить свое отношение к ходу предполагаемых действий Трампа, Путина, а может даже и Зеленского, если он будет предпринимать какие-то действия. Но какую позицию займет украинский народ? Естественно, в этом случае украинский народ займет позицию достаточно радикальную. Украинский народ хочет возвращения всех своих территорий. Украинский народ помнит о том, что Украина в свое время отказалась от своего ядерного оружия взамен на гарантии по Будапештскому меморандуму, на гарантии соблюдения суверенитета и территориальной целостности Украины. Поскольку территориальная целостность и суверенитет Украины над оккупированными территориями не соблюден, то есть претензии к гарантам соблюдения территориальной целостности и суверенитета Украины. Гаранты – это США, Россия, Великобритания и Франция. И что дальше? А дальше начинается то, что Трамп называет сделкой. Какая это сделка? Сделка о том, что Трамп собирается торговать украинскими территориями. Украинские
территории принадлежат не Путину, не Трампу, а украинскому народу. И смотрите, если вдруг что-то в этом плане подобное произойдет, то как украинский народ будет относиться впоследствии к американскому народу? Ну, уже не говоря о том, как он будет относиться к россиянам. Но американский народ в этой ситуации, возглавляемый президентом, который собирается заключить сделку с Путиным по Украине. Американский народ в глазах украинского народа тогда потеряет остатки своего величия, вернуть которое так стремится Трамп. Например, я, как гражданин Украины, могу с уверенностью сказать, что мое уважение к американскому народу в таком случае станет резко отрицательным. А также и для других граждан Украины абсолютно точно можно предположить, что у них к американскому народу будет такое же отрицательное отношение. Именно создание отрицательного отношения украинского народа к американскому народу и лично президенту Америки Дональду Трампу и желает Путин. Ну, вот такая вот, друзья, логика развивающихся событий. Мы с вами посмотрели, проанализировали публикацию издания Washington Post. Будем следить за дальнейшими событиями. Что будет дальше, будет видно. Спасибо за внимание. С вами был Валерий Табаков. Подписывайтесь на канал, лайкайте, распространяйте это видео. До новых встреч!